Что ж, в прошлом видео мы сделали дизайн калькулятора. Ну а зачем нам этот голый дизайн без функционала, правильно? Правильно. Импортируем вот это вот все. Создадим класс калькулятор, который будет наследовать класс QMainWindow. Сейчас будет дефолтный код для запуска любого Qt-приложения с файлом дизайна, запоминайте. Приложение работает, но мы ничего не видим. Метод show решает проблему. Если у вас не установлен в систему шрифт Rubik, то в вашем приложении шрифт будет дефолтным. Для решения этой проблемы не нужно устанавливать шрифт в систему. Импортируем класс QPhoneDatabase из PySide 6 Qt GUI. Теперь используем метод addApplicationFont, в который передадим файл шрифта. Для начала создадим метод добавления цифры в поле ввода. Он будет принимать текст кнопки и возвращать дырку от бублика. Чтобы взять текст из любого Qt-объекта, нужно использовать, вы не поверите, метод text. А чтобы поставить текст в Qt-объект, нужно использовать, вы не поверите, метод setText. Логика метода проста. Когда у нас в поле 0, мы заменяем его нажатой цифрой, иначе добавляем ее в строку. Теперь нужно соединить нажатие кнопок с нашим новоиспеченным методом. Для этого используем вот такой синтаксис. Для чего мы заворачиваем addDigit в лямбду? Все просто. Метод connect ожидает на вход функцию без аргументов, а лямбда решает эту проблему. Теперь напишем метод для очистки всех полей. Ставим 0 в поле ввода и очищаем временное выражение. Сделаем такой же метод для очистки поля ввода. Тут мы не трогаем временное выражение. Напишем метод для добавления точки. Почему вообще точка, а не запятая? Просто число с точкой можно сразу конвертировать в вещественное число, а с запятой придется еще менять знак. Логика проста. Если точки нет в поле ввода, значит добавляем. Создадим метод для добавления временного выражения. Что вообще оно из себя представляет? Есть два типа временных выражений. Первый – это число и математический знак. Грубо говоря, это память калькулятора. Второй тип – это равенство. Для начала нам нужно убедиться, что в лейбле нет текста. Теперь ставим во временное выражение число из поля ввода плюс знак аргумент, переданный в метод. Еще нужно очистить поле ввода. Прикрутим пока одну кнопку сложения для теста. Очевидно, что точка и незначащие конечные нули не обрезаются. Сделаем статический метод для решения этой проблемы. Передавать функцию мы будем string число, получать то же самое. Введем переменную n, которая приводит аргумент сначала к типу float, потом к string. Приведение к float обрезает нули, но не все. В конце остается точка 0. Мы будем возвращать срез строки без двух последних символов, если они равны точка 0, иначе будем возвращать просто n. Создадим метод для получения числа из поля ввода. Запишем в переменную текст поля. Уберем точку с помощью strip. Возвращаем float, если точка есть в переменной, иначе возвращаем integer, то есть целое число. Добавим type hint к методу. Он может возвращать только int или float число. Для этого импортируем union из библиотеки typing. Еще импортируем optional, позже пригодится.
Конечно, вы можете не использовать тайп-хинтинг в своих программах, но это хорошая практика. Ваш умный текстовый редактор укажет вам на проблемы с типами данных, если они есть. Еще подумайте о себе и о людях, которые будут читать ваш код. А особенно подумайте о людях, которые привыкли к языкам со статической типизацией. Этот метод может вернуть только целое или вещественное число, поэтому указываем typehint union int float. Создадим метод для получения числа из временного выражения. Если в лейбле есть текст, получаем его, разделяем по пробелам и берем первый элемент, то есть число. Возвращаем то же самое, что и в методе получения числа из поля ввода. Typehint здесь union int float и none. Создадим метод для получения знака из временного выражения. Чтобы получить знак, нам нужно удостовериться в наличии текста в лейбле. Затем получить текст из него, разделить по пробелам и вытащить последний элемент. Typehint здесь optional string. Это означает, что метод может вернуть либо строку, либо ничего. Как union string none, только компактнее и читабельнее. Так, калькулятор же считать должен, я правильно понимаю? Ну тогда импортируем сложение, вычитание, умножение и деление из стандартной библиотеки операторов. Теперь создадим словарь с операциями. Каждому знаку присвоим его логическую функцию. Создадим функцию вычисления. Если в лейбле есть текст, вводим переменную результата. Обрезаем конечные нули, приводим к строке. Берем операцию из словаря по знаку. В скобках указываем, с какими числами провести операцию. Заметьте, что порядок передачи аргументов важен для деления и вычитания. Сначала мы передаем число из временного выражения, а потом из поля ввода. Добавляем в лейбл число из поля ввода и знак равно. Ставим результат в поле ввода и возвращаем его. Typehint optional string. И наконец-то напишем функцию математической операции. Если в лейбле нет выражения, мы его добавляем. Удивительно. Если выражение есть, берем знак. Если он не равен знаку аргументу метода, то есть два случая. Первый – это равенство. В этом случае просто добавляем временное выражение. Иначе меняем знак выражения на знак нажатой кнопки. Если же знак равен знаку аргументу метода, то мы считаем выражение и добавляем в конец лейбла знак. Соединяем кнопки с методом. Помолимся за здравие Гвидо ван Россума и запустим программу. Неплохо, уже впечатляет. Почему-то не хочет дальше считать с равенством. А я вам расскажу почему. Вот здесь в методе добавления временного выражения нужно добавить дополнительное условие. В итоге получится, если временного выражения нет или есть равенство. Все считает как нужно. И вот еще покажу, как меняется знак, если вы постоянно промахиваетесь по кнопке. Что ж, в следующем видео допишем калькулятор. Сделаем отрицание, backspace, несколько шорткатов для одной кнопки и обработаем ошибки. Все, жду вас на следующем видео. До скорых встреч!